Как вот когда Хемингуэя спрашивали, как вы разорились? Сначала постепенно, а потом внезапно. Вот мы сейчас находимся как раз вот, на мой взгляд, на грани вот этого вот перегиба от постепенно к внезапно. И если вот посмотреть на изменение графика той же самой цены, мировой цены золота, то мы начинаем вот лезть на стенку страха. Вот он только-только начинается, вот этот вот вертикальный рост. Куда он улетит в результате, я даже не берусь сейчас предсказывать. А он улетит. Он улетит. Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашем канале, на своем канале Эпоха X. Ну, в данном случае нашем канале я немножечко поправлюсь, потому что в гостях у нас Александр Лежава, экономист. Вы его все знаете, это друг нашего канала. К Александру я сегодня пришла с вопросом, который будет интересовать всех наших зрителей. В апреле в Европе, Саша, заявили, что все готово к переходу к новому мировому порядку. Конец эпохи глобализации настал, об этом сказал премьер-министр Великобритании. И вот давай сегодня порассуждаем, как, на твой взгляд, Россия готова и встроилась ли в этот мировой новый порядок? Будет ли в этом новом мировом порядке единая новая мировая валюта? Как ты считаешь? Расскажи нам, пожалуйста, свое мнение. Вот как экономисту тебе обращаюсь, поскольку мы будем это, конечно, обсуждать на нашем канале, но вот тебе первое слово. Давайте немножко начнем не столько с экономики и финансов, а с такой более общей картиной. Ну, вообще сам термин «новый мировой порядок» достаточно уже изношен по своей сути. И если мы вспомним первоначально, когда у нас появился этот термин, это нацистская Германия 30-х годов, которая тоже стремилась установить новый мировой порядок. Поэтому то, что англичане вспомнили хорошо забытое старое, достаточно показательно. Мы видим, как в западных странах очень активно поднимает голову фашизм. И это мы видим и по событиям на Украине, по оценкам западных политиков, западногерманских в частности. Если так вот посмотреть, куча всяких бывших представителей таких ведущих семей нацистских. Это и в немецком правительстве, и в парламенте, и вообще вот так вот, если посмотреть, масса таких вот персонажей, чьи дедушки, бабушки и вот предки были заметными представителями нацистского режима. И они в Германии активизировались. И они активизировались не только в Германии, но если мы так посмотрим в той же самой Англии, вот этот вот термин по поводу нового мирового порядка, который был озвучен Стармером, да и слова Трампа о том, что там America First, если мы вспомним опять же историю, то это фактически калька с лозунга, который был у британских нацистов в 40-х годах. Там он звучал Britain First, сейчас America First. Разница-то крайне невелика между тем и другим. Вот, поэтому говорить о том, что новый мировой порядок это что-то новое, я бы не стал. У меня такой вопрос. А как ты считаешь, есть, так сказать, провоцирующие факторы для того, чтобы фашизм в данном случае, как ты говоришь, поднимал голову в Европе? Провоцирующие факторы. Конечно, есть, потому что та структура, та экономическая структура, которая строилась на протяжении 500 лет, она подошла к своему логическому завершению, и мы просто присутствуем при процессе ее распада. И вот эта вот попытка тотальной глобализации, которая была предпринята, она на самом деле, скажем так, весь этот механизм дал сбой в 22 году, когда внезапно для Запада началась специальная военная операция. Вот. И при всех, скажем так,
не вызывающих радости моментах типа гибели людей в этом конфликте, это фактически предоставило Российской Федерации, да и всему миру возможности пересмотреть то, к чему стремился вот этот вот глобальный тотальный Запад, тотальной вот структуре. И сейчас мы наблюдаем фактически распад на отдельные элементы. Это примерно то же самое, как было в XIX веке, когда существовало несколько великих держав, а все остальные страны, ну или регионы, они фактически находились в зонах их влияния. Сейчас мы наблюдаем то же самое. С одной стороны, это Соединенные Штаты, которые теряют свои позиции очень активно. Это Китай и это Россия. Да, слушай, я не понимаю. Вот уже столько лет говорят, наверное, 10 лет, что Соединенные Штаты Америки теряют свои позиции. Но я не вижу, чтобы они теряли свои позиции. Наоборот, напротив, усиливают, на мой взгляд. Но в чем это проявляется? Какие косвенные или прямые есть подтверждения фактора этому? Ярчайший показатель вот этого – это те метания, которые мы наблюдаем с момента прихода к власти президента Трампа. Мы слышим много слов, которые он говорит, мы видим массу суеты, но фактически ничего реального не происходит, по крайней мере в глобальных взаимоотношениях. Попытки устанавливать тарифы против всего мира, каким бы ты мощным ни был, как держава, но воевать со всем миром невозможно. Ты изначально проигрываешь. В этом плане очень показательна позиция тех же самых китайцев, которые ответили, что они американских угроз не боятся, и после достаточно короткого периода противостояния американцы пошли на попятный. Когда они отменили свои тарифы и пошлины на электронику, на компоненты и так далее. То есть они сдали назад. Они продемонстрировали свою слабость. То есть все вот эти вот разговоры о том, что там 145% тарифы, 245% тарифы, это никому не интересно. Это все слова. Реально они сделали шаг назад. Они признали, что они проиграли. То есть это еще не, скажем так, не оформлено документально, но реально это уже произошло. Теперь давайте посмотрим на, скажем так, финансово-экономический аспект происходящего. Ярким показателем того, что штатники подошли к своей критической точке и начался большой обвал, это обстановка на западных финансовых рынках, с одной стороны, и ситуация с мировой ценой золота. Акции и индексы падают, золото растет. Поскольку золото является на сегодняшний день единственной альтернативой, которая может победить нынешнюю мировую резервную валюту, то мы наблюдаем деградацию американского доллара и рост мировой цены золота. Фактически доллар относительно мировых денег обесценивается. Ну это вот, прости, я тебя перебью, это все-таки временное падение, ну вот доллара, откат доллара, да, на сегодняшний день, или как некоторые утверждают, что к концу года он восстановится. Ну, сейчас еще Трамп. Ну, нам не дано предугадать, что там будет к концу года, к сожалению. Но судя по тому, как развиваются события, да, мы можем наблюдать какие-то локальные откаты, но дальнейший рост продолжится. Вопрос лишь в темпах. Дальнейший рост золота. Золото продолжится, да. Вопрос лишь в темпах. Вопрос. Хорошо, тогда следующий вопрос. Но и у нас наблюдается профицит бюджета. И что? Ну, и более того, не просто профицит, а говорят о возможной деноминации рубля. А при чем здесь профицит бюджета и деноминация рубля? Это совершенно разные процессы. В нынешних условиях я бы сказал, что более вероятна деноминация доллара, чем рубля. Вот. То есть это вот такое вот развитие событий, которое на самом деле я предполагал Трамп еще провернет в 2020 году, перед тем, как он проиграл выборы. Но тогда он не решился это сделать. Ничто не мешает ему сделать это сейчас, поскольку это чисто американское внутреннее событие,
спрашивать ни у кого ничего не надо, он просто 2 нуля может обрезать совершенно запросто в рамках своих этих вот мероприятий. Ну, произойдет переоценка от других валют относительно доллара. Ну, ничего страшного. В принципе, для этого есть такие предпосылки. Вот, например, американцы начали недавно буквально открывать счета в швейцарских банках и, опасаясь ослабления доллара, и стали задумываться о том, чтобы диверсифицировать свои какие-то накопления, перекладываться от доллара в какие-то другие активы. Такая тенденция. Проблема здесь достаточно интересная. Во что переложиться? Когда раньше происходили всякие кризисы, обвалы и так далее, были два основных инструмента. Либо американские облигации, либо драгоценный металл, то же самое золото. На сегодняшний день американские облигации стали таким же рисковым инструментом, как и все остальное. То есть у, что называется, богатых людей, у компаний резко сузилось поле для маневра. По большому счету остается только золото. Потому что недвижимость в условиях кризиса, она обесценивается, нравится это кому-то или нет, относительно денег. А какие-либо активы там, ну, такие типа вот картины, вино, старые автомобили, то есть во что люди вкладывались в свое время, тоже как можно, как ценность, да. В условиях кризиса они теряют вот эту вот свою ценность как антиквариат, то есть вот художественную ценность они сохраняют, но ценности финансовые они теряют, потому что они, скажем так, когда у вас стоит вопрос выживания, вы не думаете о том, чтобы купить это задорого. Или там продать задорого вы хотите, но у вас покупателей просто нет. И если встает вопрос о выживании, вы продаете это за те деньги, за которые у вас готовы это купить. А это может быть 3 копейки на самом деле. То есть реальную ценность вот в этот момент времени, который мы переживаем, имеет только золото. По большому счету, да. Я бы немножко расширил, я бы добавил отчасти серебро, но серебро в плане каком? Это тоже драгоценный металл, у него есть определенные монетарные свойства, но оно нужно не столько как с целью сохранения сбережения и богатства на достаточно длинный вот этот вот период нестабильности, сколько как инструмент, с помощью которого можно будет приобретать товары первой необходимости, потому что золото достаточно дорогое, а купить там картошку, капусту, мыло и так далее, ну, вы просто не будете золото тратить. А серебро для этого очень хорошо подходит. И когда все обваливается, это будет тот инструмент, которым вы можете рассчитываться. Скажи, пожалуйста, а теоретически мы можем назвать вот точки рисков, ну, я имею в виду временных рисков, когда может случиться то или иное событие обвала? Обвал может произойти в любой момент. Причем я бы не стал смотреть вот в том ключе, как вот смотришь ты, по одной простой причине. Соотношение курсов валют в данном случае не играют принципиальной роли. Принципиальным становятся не столько вот эти вот курсовые соотношения, там 1 рубль, там 1 доллар 100 рублей или там 80 рублей. А проблема в том, что они могут сохраняться на том же уровне. Но поскольку и то, и другое обесценивается, если ты там раньше на 2 рубля мог купить там килограмм картошки, то сейчас ты уже тратишь 40 рублей. То есть здесь возникает проблема не столько курсовые соотношения разных валют, сколько их покупательная способность относительно реальных товаров. То есть обесценение рубля и доллара идет параллельно? Конечно, да? конечно. Что-то обесценивается быстрее, что-то медленнее. Там играют определенные факторы и местные. Вот типа того, что сейчас вот рубль несколько укрепился относительно доллара, но он как укрепился, так же подешевеет. Вот, то есть это... А когда будет доллар? Да, то есть это колебания, они в данном случае не столь принципиальны. Вот. Ну, я не буду уж трогать, конечно, европейскую европейскую валюту. Я думаю, что здесь то же самое, да, вот эти пары, их практически мы в основном сейчас смотрим именно рубль и доллар как основные валюты, которые касаются нас в России, и доллар как мировой
резервные валюты, на которые привязан практически все основные... Значительная часть, да, экономики. Что касается евро, европейцы тут, Европейский центральный банк очень хочет в течение, уже ближайших месяцев запустить цифровое евро. Но все это попытки просто отползти от той ситуации, которая сложилась. Не поможет. Цифровой евро – это как такая история страховки, да, на случай вот этого мирового кризиса, мирового обвала. Это попытка, потому что, насколько вот так вот можно судить, по истории вопроса, должны были решаться две задачи. Это, во-первых, контроль за населением, и та же самая глава ЕЦБ Кристин Лагард это не скрывала, что это единственное, для чего нужно цифровое евро, как и все остальные цифровые валюты центральных банков, розничные. И второй момент – это попытка использовать этот инструмент, если все начнет рушиться, как некую панацею, которая должна всех будет спасти. Ни то, ни другое не прокатит по одной простой причине, потому что цифровой евро по своей сути от обычного евро ничем не отличается. Это как была необеспеченная валюта, так и есть. И вопрос о том, что верьте мне, что это будет лучше, чем предыдущее, к сожалению, не проходит, потому что суть одна и та же. Все построено на вере, которой становится все меньше и меньше. И, вероятно, именно поэтому, например, те же самые поляки в последнее время бегут в свои банки и сдергивают деньги со счетов. Да, у них злотый, поэтому они бегут, сдергивают деньги со счетов, потому что они считают, что в наличном виде это будет безопаснее, чем если он будет храниться в банках. Потому что в условиях кризисов возможно введение банковских каникул, различные ограничения на снятие и так далее, и так далее, и так далее. И судя вот по тому, что поляки делают, вероятно, они чисто на интуитивном уровне понимают, что не все так хорошо, как им рассказывают. И лучше наличка будет лежать под подушкой, да, чем где-то у чужого дяди. То, что люди считают, что при себе иметь деньги будет надежнее, чем где-то в другом месте. Потому что так у них есть доступ мгновенный к ним, и рассчитаться за наличные там, вне зависимости от того, есть у вас там электричество или нет, там есть у вас работают телекоммуникации или нет, вы можете. А если у вас деньги в банке, с карточкой пришли, толку-то от этого. Если какой-то один из этих элементов не работает, или торговая точка говорит, да мы просто не будем принимать наличные несите. Все. Мы всегда говорим, и ты говоришь, и я всегда говорю, и мне кажется, и Валентин Юрьевич Катасонов говорит, всегда должны быть наличные. То есть наличные – это наше, залог нашей свободы, относительный еще свободы, я бы так сказала. Как в свое время говорил Федор Михайлович Достоевский, деньги – это отчеканенная свобода. А под деньгами он именно понимал наличные в все времена. Тогда вкратце обрисуй, пожалуйста, как ты видишь новую мировую единую валюту в новом мировой порядке. По поводу единой мировой валюты, в условиях распада на, скажем так, экономические макрорегионы, которые там американцы сейчас активно проводят, и судя по всему, это будет естественным процессом, эти макрорегионы должны будут как-то между собой общаться в любом случае. Макрорегионы тогда, давай скажем, какие-то макрорегионы самые сильные? Я бы сказал, что это китайский макрорегион, российский, американский, европейский. Скорее он распадется на массу лоскутных отдел, как была Европа раньше. Хорошо, тогда Европа у нас в какой будет макрорегион входить? Частично она, видимо, попадет в российский макрорегион, частично в американский. А кто попадет в российский макрорегион? Я полагаю, что в российский макрорегион отойдет Восточная Европа, как это ни парадоксально, отойдет Финляндия, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария, возможно, Греция. Как пойдет. Тут это если мы смотрим эту часть, Прибалтика. А вся западная отойдет? Возможно, отойдут, возможно, не отойдут. Поэтому там фашизм. Тут вопрос на самом деле открытый.
Ну, это я так полагаю. Возможно, я ошибаюсь, но просто исходя из экономики, вот тех вот процессов, которые были и которые, видимо, предстоят, такое развитие событий вполне возможно. То есть я не исключаю, что мы увидим, скажем так, восстановление российского государства в более широких границах, чем была Российская империя. Я не верю. Ну, вопрос в данном случае веры или неверия, я могу ошибаться. Вот, но я с точки зрения экономической вижу именно так. Причем я полагаю, что целая часть, значительная часть африканских стран войдет в этот макрорегион, часть стран Латинской Америки. Ну, давай по этому поводу, может быть, мы вообще сделаем отдельное интервью, предпосылки для того, чтобы ты вот видел, ну, предпосылки косвенные, прямые предпосылки, чтобы вот этот вот экономическая зона российская, Давай, не вопрос. вот организовалась, причем туда будут входить новые вот эти регионы. Что касается валют, все эти регионы между собой продолжат общаться. И здесь возникает вопрос, а что... Несмотря на наши напряженные отношения с Польшей, да? Ну, это сейчас пока напряженные. Да, там очень активно пытаются польское руководство настроить поляков против России. Тут играют и чисто, скажем так, исторические определенные моменты. Но если так вот посмотреть на то, что простые поляки, хотят они воевать с Россией? Нет, не хотят. Ну, поэтому, может быть, и не хотят, но ты знаешь, когда приезжаешь в Польшу, как ты не особо ты чувствуешь любовь к нам. Но любви нет. Тут вопрос не в том, что любовь или не любовь. Вопрос, скажем так, когда встает вопрос о деньгах, здесь возникают несколько иные взаимоотношения. Ты можешь не любить, но если тебе выгодно торговать и находиться в этой зоне, ты будешь это делать. Вот, поэтому сразу вспоминается анекдот, когда российский человек приезжает в одну из прибалтийских республик, там ему там выпивает кружку пива, которая стоит 9 евриков, и кладет 8 евриков на стол. Ему официант говорит, что не 8, 9 на своем. Ну, это встает, начинает двигаться к двери. Тот туда-сюда и говорит по-русски, кружка пива стоит не 8, а 9 евро. Тот поворачивается, кладет еврик и говорит, я знал, что за 1 евро ты вспомнишь русский язык. Так что тут вопрос любви или не любви, это здесь вопрос, что называется, коммерции. Выгодно или невыгодно. Если выгодно, будут дружить. А теперь к твоему вопросу по поводу единой валюты. Единая валюта будет, но она будет не совсем та, которая нравится многим. Потому что единой валютой будут деньги, обеспеченные деньги, будет золото. Все возвращается потихонечку на круги своя. Это может быть на более высоком технологическом уровне, то есть это могут использоваться какие-то электронные расчеты и там сведение балансов уже по факту там, по концу квартала или по концу года между там, странами, компаниями и так далее. Но будет единый стандарт, который не зависит от какой-то конкретной страны. Вот, не так, как... обеспечено золотом, да, все будет золотым. Да, вернемся к некой форме золотого стандарта. От этого все, естественно, власти и правительство пытаются всеми силами не допустить этого, но когда у вас будет экономика обваливаться глобальная, просто деваться будет некуда. Ну, вроде как обваливается. Да. Обваливается и все никак не обваливается. Все правильно, но как вот когда Хемингуэя спрашивали, как вы разорились? Сначала постепенно, а потом внезапно. Вот мы сейчас находимся как раз вот, на мой взгляд, на грани вот этого вот перегиба от постепенно к внезапно. И если вот посмотреть на изменение графика той же самой цены, мировой цены золота, то мы начинаем вот лезть на стенку страха. Вот
он только-только начинается, вот этот вот вертикальный рост. Куда он улетит в результате, я даже не берусь сейчас предсказывать. А он улетит? Он улетит. И когда вот это вот произойдет просто переход на возврат к старому, к хорошо забытому старому. Если так вот задуматься... Возврат к хорошо забытому старому в той точке, когда она уже улетела. Угу. То Да. есть уже вниз опускаться? Нет. Там могут быть локальные откаты, но реально путь уже определен. И если вот так вот посмотреть, к историческому опыту, возвращаясь к историческому опыту, то вот этот вот новый мировой порядок, он в большой степени напоминает тот порядок, который был до начала 20 века, когда было несколько великих держав, когда был золотой стандарт, и когда эти великие державы, по большому счету, решали судьбу всего остального мира. Да, другие страны... Кто будет решать судьбу всего остального мира? И пока я вижу это... Китай, Россия и до своего распада Соединенные Штаты. Поскольку Британия... Пока я вижу, что... ты не говоришь вот слово Израиль и Америка. Я там никакого пока распада не вижу. Что там? Почему там должен быть распад? В Минфине Российской Федерации заявили, что России следует рассмотреть возможность разработки собственных стейблкоинов, потенциально связанных с долларом. Тогда что ты на это скажешь? С долларом, не с золотом? Это может стать новой мировой валютой или вообще вот эта вот тенденция к чему? Начну с конца. Нет, не может. И вообще вот эта вот инициатива вызывает большие вопросы о компетентности тех лиц, которые это предлагают. Потому что там высказывались идеи о том, что там, создать некий российский стейблкоин, привязанный к одному, к другому, к третьему. Но я понимаю, зачем это нужно частным компаниям. Но зачем это нужно государству, которое имитирует свою собственную валюту, я понять, честно говоря, не могу. У тебя и так есть своя собственная валюта. И если ты пытаешься выпустить какой-то суррогат, привязанный к чужой валюте, это говорит только об одном, о том, что ты в свою валюту ни в грош не веришь ни своему государству. А тогда возникает вопрос, а на каком основании ты занимаешь эту должность в Министерстве финансов? Так у нас много вопросов, я тебе и говорю. У нас же агенты-то работают. Так поэтому еще неизвестно, кто тут чего победит-то. Вроде как бы все, как ты говоришь, тенденция наметилась и так далее и тому подобное. Известно. Кто победит, известно. Так. Победит золото. Победит золото. Потому что все остальное это, что называется, от лукавого. Как говорил в свое время старик Морган, золото это деньги, все остальное кредит. Угу. Поэтому от того, что с тех пор прошло больше 100 лет, ничего не изменилось. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, вот буквально на днях ушел в другую мирность Папа Франциск? Многие рассматривают это как некий знак именно к новому мировому порядку. Вполне возможно, что так оно и есть. Во всяком случае, с возвратом Папы Франциска к своему отцу многое может поменяться очень сильно. Если мы вспомним то, что он был иезуитом, с одной стороны, и первым иезуитом-папой. Это второй момент, то, что он, согласно пророчеству святого Малахии, он вообще должен быть последним папой, то здесь возникает очень интересная, на самом деле, масса вариантов дальнейшего развития событий. Но мир действительно будет другим в результате. А какое развитие событий? Придет другой иезуит, например? Маловероятно. Почему же? Поскольку, если мы посмотрим структуру конклава кардиналов, которые будут выбирать папу, то большую часть представляют люди, скажем так, придерживающиеся традиционных взглядов. И я полагаю, что вслед за папой иезуитом следующим может стать папа-доминиканец.
А если мы вспомним историю вопроса, то доминиканцы с иезуитами были врагами не на жизнь, а на смерть. Поскольку и те, и другие боролись, что называется, за власть, за доминирующее положение. И так же, как вот на смену Ратцингера пришел Франциск, предыдущего папы, так на смену нынешнему папе придет, скорее всего, опять доминиканец. А доминиканцы, я прошу прощения, это люди не просто так, поскольку они в свое время представляли и были основой Священной Инквизиции. Так что я думаю, что вот эта вот вся ересь, которая накопилась в рядах Святого Престола за прошедшие годы, она там будет вычищена. Так что мир будет другим. Значит, в новом мировом порядке на ближайшей перспективе нас ждет золото и папа-доминиканец. Будет не просто выборы, это будет настоящая война, война за власть, кто возьмет верх. Пока шансы, на мой взгляд, более предпочтительные у консервативно настроенных представителей церкви. Кто конкретно станет папой, я не знаю. И станет ли вообще. Время покажет. Ну что, спасибо большое Александру, нашим зрителям, о том, что такой ликбез провел для зрителей нашего канала по поводу твоего видения нового мирового порядка и вообще новой мировой валюты. Поэтому, ну что, Саша, до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До новых встреч.